Представьте, вы родились с мышцами, которых большинство взрослых не могут добиться даже после многих лет тренировок. Именно такова была реальность для мальчика по имени Лиам Хёкстра. С момента его появления на свет врачи были потрясены. В 6 месяцев Лиам уже мог подтянуться на перекладине. В 8 месяцев он выполнял гимнастические элементы, не вспотев ни капли. В чем причина? В сверхредком заболевании, как мышечная гипертрофия, с миостатином. Миостатин-белок ограничивает рост мышц. В случае Лиама организм вырабатывал его. Это означало, что его мышцы росли быстро, естественно и без необходимости в тренировках. Дело было не только в силе. У него также был невероятно низкий уровень жира в организме и очень быстрое восстановление. Лиам стал медицинской загадкой и сенсацией в СМИ, а люди называли его настоящим младенцем-Халком. Ученые внимательно изучали его случай, надеясь, что это однажды поможет людям с мышечными дистрофиями. Но вот что действительно удивительно. Лиам даже не хотел становиться бодибилдером. Он просто хотел играть в спортивные игры, как обычный ребенок. Тем не менее, его тело было совсем необычным, и он не единственный человек, чья биология поразила ученых. Тело, которое бросило вызов науке. Познакомьтесь с Полом Дилетом, человеком, чьи размеры заставляли даже самых крупных бодибилдеров казаться маленькими. При росте 188 сантиметров и весе более 136 килограммов в соревновательной форме Пол получил прозвище «Фрикенштейн». Но его успех был не только результатом усердных тренировок. Его мышечный рост был экстремальным, что подозревали биологическую аномалию. В отличие от других, Пол мог набирать мышечную массу с минимумом жира. Его тело реагировало на силовые нагрузки так, будто создано для роста. У него необычно низкий уровень миостатина. То же состояние, что и в редких генетических случаях. Но Пол никогда не подтверждал. На сцене он выглядел почти как анимационный персонаж. Вены вздувались, мышцы будто вырывались из-под кожи. Пропорции казались нечеловеческими. В какой-то момент у него случилась сильная судорога на сцене, что он временно оказался парализован, и его пришлось уносить. Этот момент стал вирусным еще до того, как это стало модным, несмотря на все риски. Пол продолжал идти вперед. Он был не просто участником соревнований, он был живой мутацией мышц. И все же природа припасла еще несколько сюрпризов, включая момент, когда необъяснимая, невероятная сила потрясла весь мир. Человек, который поднял машину. В тихом районе Тусона, штат Аризона, обычный парень по имени Том Бойл сделал то, во что никто не мог поверить. Он поднял машину с человека, который оказался под ней зажат. Это произошло в 2006 году. Велосипедиста сбил Камаро, и он оказался зажатым под машиной. Не раздумывая, Том, который весил около 270 фунтов и занимался тяжелой атлетикой для себя, подбежал, присел и поднял машину с тела мужчины. Это была не адреналиновая вспышка. Это была чистая, пугающая сила. Очевидцы застыли на месте. Без поясов для тяжелой атлетики, без магнезии, только голая отчаянная мощь. Ученые называют это истерической силой, явлением, при котором тело преодолевает защитные ограничения в моменты крайнего стресса. Обычно временно и приводит к повреждению мышц или сухожилий. Но с Томом все было в порядке. Он ушел без последствий. Что делает эту историю невероятной? Том никогда не считал себя элитным. Он был парнем, который занимался в зале. Но в один момент он стал настоящим супергероем. Это был не единственный случай, когда люди рисковали жизнью в погоне за экстремальной мускулатурой. Иногда результат бывает не героическим, а ужасающим. Культурист превратился в камень. Валдир Сагата хотел быть огромным, но вместо того, чтобы поднимать тяжести, он пошел по легкому пути, начал вводить синтел прямо в мышцы. Сначала это сработало. Его бицепсы раздулись до более чем 58 сантиметров, грудь неестественно увеличилась, а фотографии его необычного тела разошлись по интернету. Люди называли его бразильским Халком, но то, что выглядело как мышцы, на самом деле было опасной иллюзией. Синтол не делает тебя сильнее, он просто наполняет мышцы маслом. Со временем руки Валдира затвердели, стали жесткими и похожими на камень. Врачи предупреждали его, что он может получить повреждение нервов, инфекции или потерять конечности. Но он не остановился. Он был зависим от размеров, от внимания. Трагически, в 2022 году Валдир скончался от осложнений, вероятно, связанных с чрезмерным использованием синтола. Его история – жуткое напоминание о том, что происходит, когда одержимость заходит слишком далеко. Настоящую силу невозможно подделать, и некоторые превращения поражают именно потому, что они на 100% натуральные. Худой парень-мутант Кейси Бат был обычным худощавым подростком в школе. Хрупкое телосложение, отсутствие мышц, никакой силы, просто еще одно тихое лицо в толпе. Но однажды он решил изменить все.
Без дорогих добавок и стероидов Кейси с головой ушел в натуральный бодибилдинг, доводя свое тело до предела, научно. Он изучал кинезиологию, тщательно следил за питанием и тренировался с невероятной дисциплиной. За несколько лет его трансформация стала тем, что люди считали невозможным для натурального атлета. Его физическая форма выглядела нереально. Огромные плечи, рельефный пресс, мощные ноги. Но он проходил все допинг-тесты, которые ему назначали. Что впечатляет, он опубликовал историю, помогая тысячам преобразиться естественным путем. Скептики утверждали обман, но это было не так. История Кейси доказала, не все тела, похожие на Халка, создаются в лабораториях или зависят от генетики. Иногда все дело лишь в чистой преданности. Тем не менее, некоторые люди рождаются с экстремальной физической формой, что шокирует врачей с первого взгляда. Человек с сверхчеловеческими мышцами, Ричард Сандрак, более известный как маленький Геркулес, поразил мир в начале 2000-х, когда видео с его 8-кубиковым прессом и выпирающими бицепсами стали вирусными. В возрасте всего 6 лет Ричард жал лежа более 80 килограммов и делал шпагаты как настоящий мастер боевых искусств. Он был не просто в хорошей форме, он был накачан. Его телосложение выглядело так, будто оно принадлежит 25-летнему профессиональному спортсмену. Под руководством своего отца, строгого тренера, Ричард с самого раннего возраста следовал жесткому режиму тренировок и питания. Его ежедневные тренировки включали сотни отжиманий, часы кардио и многоповторную работу с весами. Но врачи были поражены не только его внешним видом, но и тем, что его мышечный рост был абсолютно настоящим. Никаких стероидов, никаких препаратов, только чистая дисциплина и экстремальный режим. Позже в жизни Ричард отошел от фитнеса и даже стал голливудским каскадером. Но его история заставила людей спорить, было ли это чудом мышц или примером чрезмерного давления на ребенка. Не все реальные Халки рождаются, некоторые устанавливают рекорды, переписывающие возможности человеческого. Женщина с силой Халка. Познакомьтесь с Беккой Свонсон, самой сильной женщиной, когда-либо зарегистрированной. Ростом 6 футов и весом почти 300 фунтов чистых мышц. Бекка сильна не только для женщины. Она просто сильна, точка. Ее лучшие результаты включают приседания с весом 700 фунтов, жим лежа 500 фунтов и становую тягу 675 фунтов. Это не просто впечатляет, она сильнее большинства элитных мужчин-пауэрлифтеров. Имея образование инженера и страсть к соревнованиям, Бекка разрушила гендерные стереотипы, участвуя и побеждая в соревнованиях по стронгмену, где доминировали мужчины. Ее телосложение настолько массивным и мускулистым, что ее принимали за бодибилдера, но интересовала чистая сила. Что делает ее историю захватывающей? Это то, что трансформация не обусловлена генетикой. Она достигнута благодаря решимости, годам упорной работы, готовности трудиться больше всех. Она с доказательства того, что сила, как у Халка, не зависит от пола. Но некоторым людям не нужны годы тренировок, чтобы выделиться. Один мужчина был настолько массивным от природы, что фанаты думали, будто он вообще не настоящий. Гигант из Ирана, Сейяд Гараиби, известный в интернете как персидский Геркулес, впервые стал вирусным из-за своих невероятных размеров. Весивший более 400 фунтов с огромными руками и грудью, похожий на бочку, Сейяд больше напоминал персонажа Марвел, чем реального человека. Фотографии, на которых он держит крошечные предметы или стоит рядом с обычными людьми, делали его похожим на живого героя комиксов. Но внимание привлекала не только его масса, а то, насколько он был молод. В свои 20 Сейяд обладал телосложением, которое был цифровой подделкой. Но это было не так. Несмотря на внушительную внешность, Сейяд был известен мягкий и даже застенчивый человек. Он попытался использовать интернет-славу для карьеры в боевых видах спорта, войдя в мир ММА. Результаты оказались разочаровывающими. В ринге его размеры не превращались в результативность, но его образ огромный, неподвижный, молчаливый, навсегда запечатлелся в интернет-культуре. Он стал символом физических крайностей, одновременно вдохновляющим и вызывающим споры. Однако не каждый Халк становится знаменитым. Некоторые живут в тишине. Скрытые гиганты, закаленные трудом, а не славой. Безмолвный зверь. В лесах Восточной Европы жил Мариус, фермер, который почти не говорил, но обладал силой 10 человек. Свои дни он проводил, таская бревна, поднимая камни и обрабатывая землю только руками и грубой силой. Местные жители рассказывали истории шепотом, как однажды он пронес холодильник на спине полмили или поднял над головой колесо трактора. Ни спортзала, ни тренера. Всего лишь годы каторжного труда. Когда в город приехало шоу силачей передвижников, его в качестве шутки пригласили на сцену. Но как только Мариус вмешался, шутка закончилась.
Он превзошел всех подготовленных там спортсменов. Руки у него были как камень, а его спина казалась вырезанной из дерева. Он не говорил по-английски, не заботился о славе и исчез сразу после события, вернувшись к своей простой жизни. До сих пор никто не знает, насколько он был силен на самом деле, потому что он больше никогда не участвовал в соревнованиях. Но он оставил после себя истории о настоящем природном гиганте. И если говорить о неожиданных местах, где можно найти Халка, то одно из самых сильных тел, когда-либо созданных, было обнаружено внутри тюремных стен. Тюремный Халк. КТ. Флетчер не был обычным заключенным. Во время своего пребывания за решеткой он преобразил свое тело, используя только отжимания, скручивание и чистую ярость. Не имея доступа к тяжестям, Флетчер перешел на высокообъемную калистенику. 1000 повторений в день, каждый божий день. Его грудь стала такой толстой, что казалась бронированной. Его руки раздулись до более чем 22 дюймов. Все это было наработано в камере. Но то, что сделало КТ легендой, было не только его телосложение, а его образ мышления. Он называл это командовать своим мышцам расти. После тюрьмы он стал 6-кратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Жим лежа более 650 фунтов. Он вдохновил миллионы своим жестким, бескомпромиссным подходом к тренировкам, прославившись криком «Это все еще твоя, мать твою, серия!». Его путь от силы, наработанной в тюрьме, до мирового влияния доказал, что для того, чтобы стать настоящим Халком, не нужен модный зал или идеальные условия. И все же не всех гигантов кует сталь. Некоторых формируют грязь, пот и поля. Фермер, сложенный как танк. В самом сердце Кентукки фермер по имени Джейк МакГроу построил одно из самых мощных тел, которые вы когда-либо видели, ни разу не переступив порог спортзала. Его ежедневная рутина. Переноска тюков сена, ремонт тракторов, борьба со скотом и рубка дров. С годами мышцы Джейка стали толстыми, плотными и невероятно функциональными. Он никогда не тренировался ради внешнего вида. Он тренировался, просто живя. Местные говорили, что Джейк мог поднять взрослую овцу на плечи так, будто это ничего не стоило. Его руки были настолько мозолистыми, что он мог порвать шпагат как нитку. То, что отличало его от бодибилдеров, это выносливость его силы. Он был силен не только на несколько повторений, он был силен часами. Приезжавшие на его ферму спортсмены пытались угнаться за ним, но не выдерживали и дня. Джейк не считал макросы и не принимал добавки. Его рацион состоял из домашних блюд и литров молока. Никаких селфи, никакой славы, только чистая, выкованная на ферме сила. И пока Джейк жил в тихой силе, один человек вышел на мировую арену и доказал, что его мускулы не просто настоящие, они вошли в историю. Самый сильный дедушка в мире. В 72 года Сай Перлис побил мировой рекорд по жиму лежа, подняв более 93 килограммов, доказав, что возраст – это всего лишь цифра, когда сила – твой образ жизни. Сай даже не начинал заниматься тяжелой атлетикой до 60 лет. До этого он вел вполне обычную жизнь, никогда не проявляя признаков сверхчеловеческой силы. Но как только он взялся за железо, что-то изменилось. Его тело откликнулось так, будто всю жизнь ждало этого момента, чтобы начать расти. В течение следующего десятилетия Сай тренировался с невероятной сосредоточенностью. Он правильно питался, хорошо спал и следовал строгой, разумной программе, адаптированной под его возраст. Удивительно, он стал подтянутым. Он стал элитным тяжелоатлетом в открытых категориях. Врачи были поражены его плотностью костей, прочностью сухожилий и сохранением мышечной массы. В то время как большинство мужчин в его возрасте теряют мышцы, Сай их набирал. Когда его спросили, в чем его секрет, он просто ответил: «Я не верю в то, чтобы сдаваться». И пока Сай вдохновлял своей долголетием, последний Халк оставил свой след самым официальным образом, вписав свое имя в книгу рекордов. Рекордсмен книги Гиннесса Грег Валентино не был самым крупным человеком на свете, но его руки были самыми большими. В лучшие годы их обхват превышал 28 дюймов, что принесло ему место в книге рекордов Гиннесса. Известный как человек с самыми большими бицепсами в мире, Грега невозможно было не заметить. Его руки выглядели карикатурно огромными даже по сравнению с профессиональными бодибилдерами. Но путь Грега был далек от гладкого. Он признался, что экспериментировал с анаболическими стероидами и доводил свое тело за пределы естественных возможностей. В какой-то момент инфекция от повторных инъекций едва не стоила ему жизни. Но людей привлекала не только его масса, а его откровенность. Он стал противоречивой фигурой в мире фитнеса, известной тем, что говорил то, на что другие не решались. Любите вы его или ненавидите, он воплощал собой экстремальную сторону культуры мышц. Будь то благодаря генетике, тренировкам, одержимости или рекордам, эти 13 настоящих Халков доказали одно. Когда речь заходит о человеческом теле, его пределы гораздо шире, чем может представить большинство людей.